карете еду как на Бензе. Девочки не спят, они дэнс. Купола за нами, это бесит, очень бесит, сука. По Загаре черный брабус скачет на перекур. Банда у руля, и тая как каракур. Девочки пищат, когда УЗИ видят на борту. Правильный бандит всегда наводит суету. По Загаре черный брабус скачет на перекур. Банда у руля, и тая как каракур. Девочки пищат, когда УЗИ видят на борту. Правильный бандит всегда наводит суету. Пробиваю бронь, собираю пазлы. Это мой лайф, со мной пацаны опасные. Криминал лайф. Всем привет! Римсинтез на связи, и сегодня наша трансляция с нашего посевного комплекса. Третий день испытаний. Значит, мы приехали в Новгородковский район, село Верблюшка. Это, кстати, Новгородковский район, это родина половины сотрудников Римсинтеза. Значит, мы приехали в Верблюшку, ПГ Коваленко. Ну, я так думаю, что ПГ Коваленко. Думаю, так оно называется. Значит, и сеем ячмень озимый. Трактор у нас Моисей Фергюсон, 200 лошадиных сил. И наш зерновой комплекс, который мы назвали Сатурн. Так что теперь он имеет название зерновой комплекс Сатурн. Значит, покажу немножечко, как тут все происходит. Были проблемы, конечно же, тут во время посева не бывает проблем. Поскольку сеем ячмень, немножко подзабился высевающий. Ему оказалось, устюками забило там часть высевающего аппарата, и все, и зерно не сыпалось. Короче, все было очень плохо. Так, ну буду сейчас немножко покажу, что и как тут все выглядит, как тут все сеет, как работает, разворачивается, квадрокоптер, там, все дела. Значит, видео подножки нашего комплекса Сатурн. Значит, так вот работает маркер, очень хорошо работает. Значит, передвинули его, чтобы тракторист вел туда по одному колесу, обратно по другому колесу. Значит, так вот работает это все, маркер. Так работает шина наша высевная. Ой, боже, ну и дернула. Сейчас покажем, как слаживается этот маркер. Значит, шина поднялась. Сеялка перестала сеять. Тут как сделано? Один маркер разлаживается, второй маркер слаживается. О, тот разложился, этот сложился. Все. Теперь шина опускается под бункером. Это, кстати, запищал гидрозамок, почему-то пищит какой-то бракованный. Хотя мы используем классную гидравлику, наковскую и разную такую хороших производителей, но так случилось. Сигнализация рекорд, система контроля, вернее, потому что сигнализацию тяжело назвать, она меряет всего поток. Ну, так вот работают турбодиски. Значит, поле подсолнечника после рубящего катка, баба-яга, как ее тут называют, и не только здесь, по-разному так все называют. Так вот работает. Значит, напомню еще раз, Моисей Фергюсон, 200 кобыл, 220 или даже, он ее не чувствует. Ходим со скоростью 12 км в час. Значит, тут у нас удобрение. Сейчас покажу, открою. Тут зерно. Тут видно, как оно уходит потихонечку в бункере. Тут удобрение. Тоже видно, как уходит. Откроем. Вот так. Но система контроля показывает, мы тут все видим, глубину меняли несколько раз, глубже, мельче. Как-то странно оно, вроде бы с утра сеяла одна глубина была, потом уже смотрим после обеда как-то вроде бы и глубоковато. Сейчас вымелили сеялку. Ну, короче, свои нюансы. Так что так вот, сейчас покажу, как разворот идет и как все работает. С кабины покажу. Так, ну вот таким способом нехитрым ведра и зела проходит у нас загрузка. Поскольку хозяйство уже отсеялось, часть людей уже где-то задействованы на уборке, загружают вручную. В хозяйстве есть и телескопические погрузчики, гидроборты, и все есть. Но поскольку мы вот так чуть-чуть не вовремя со своим комплексом
со своим Сатурником. Поэтому вот загружают сейчас вручную. Еще раз напомню, с Моисей Фергюсон, 220 лошадиных сил. Блин, очень красивый трактор. Я вообще в него влюблен. Гляньте, какая у него рожа. Вообще. Морда какая красивая. Вообще он как, не знаю, Мерседес С-класса, могу его сравнить с этим. Значит, загружаем вручную. Значит, 1750 литров бункер. Хватает там что-то там примерно. Сергей Федорович, на сколько гектар хватает? 6,8 гектара хватает загрузка. Может быть и маловато, потому что надо разделить так, чтобы бункер был разделен где-то 65 на 35. Тогда будет нормально хватать и нормально будет работать. Сочничок, видите, немножко уже освежил. Стерлась красочка. Вот нормально. 20-е междурядье. Попадают иногда палки. Ну, в целом идет нормально. В следующей серии расскажу все, что мы тут меняли в процессе испытаний. Не думайте, что все так гладко было. Просто я же показываю только когда есть мне когда снимать, а не когда я занимаюсь какими-то тут усовершенствованиями. Мы занимаемся, наша команда. Так что вот так вот. Сейчас покажу, как работает маркерная система, как он идет в ходу с этим трактором. Прокачусь в кабине. Ну, в целом такая вот тема. Так вот выглядит. Турбинка свистит. Подножку, конечно, сделали, как для пенсионеров каких-то. Тоже надо будет поднять. Вообще планируем саму эту ступеньку поднять повыше, чтобы было... Ну, повыше люди, чтобы стояли. Тут мы не будем менять, а вот саму ступеньку поднимем чуть повыше. Ну, в целом, испытания идут нормально. Сейчас вот закончим. Ну, испытания идут нормально, для того они испытания, чтобы мы сейчас изучили все его недостатки, проблемы, устранили. Так вот выглядит отсюда. Так что такой вот комплекс. Сатурн 6 наутил. Сатурн зерновой 6 наутил. Так мы его тут называем. Окрестили так его. Так что сейчас покажу, как сеет. Сигнализация, еще раз напомню, рекорд. Сеяльщики ругаются. Сегодня все-таки уже возмущается, чтобы я его не снимал. Миша и Коля, да? По-моему, так их зовут. Так, ну так вот выглядит работа. Фон, еще раз напомню, подсолнечник после рубящего катка, Баба-Яга, как его называют здесь. Сейчас покажу, как работает маркер. То есть маркер сейчас там опущенный. И при развороте трактор разворачивается восьмерочкой. Вот так вот это выглядит. Так, значит, он сейчас пошел в разворот. Пока разворачивается, этот маркер он закинулся, тот откинулся. Все просто, быстро, удобно. Так вот выглядит наш Сатурн. Пищит гидрозамок на цилиндрах, как перепуганный. Ну, значит, так вот работает маркер. Отлично вообще. Все видно. Уверен, что и на полноценном наутиле тоже будет видно, что можно еще ему поменять немножко градус, и он будет вообще копать. Такие вот рядочки.
чуть-чуть глубоковато идет, но так тому требует местный агроном. Сеялка регулируется в любом горизонте. Можно чуть переднюю часть подопустить, можно заднюю, можно ровно. Можно одну сторону глубже, вторую мельче. Ну, короче, регулируется во всех плоскостях. Все возможно, скажем так. Мне кажется, даже слишком маркер идет глубоко, потому что ну, очень сильно видно вот это след этот. Мне кажется, можно поменьше. Для наутильщиков точно он должен поменьше. Трактор идет со скоростью 12 км в час. Не могу его догнать, блин. Так лупит. Кстати, да, скорость 12 км в час. 10, 12, ну в основном там 12 ходит. Так что так вот. Еще раз покажу, как он разворачивается. Конечно, все очень быстро происходит. 6 метров ширина захвата. Прям когда мы не устраняем неполадки, все очень быстро происходит. Восьмерочка. Маркер сложился. Так, ну так, друзья, вот такой вот вид с трактора. Значит, показываю скорость, с которой мы идем. Вон она. 11, где она? Пальцы покажи. Ага. 11, 17. 590 это обороты этого вала отбора мощности, да? Да. Это обороты двигателя, да? Да. А, скорость в километрах в час или что? Нет, обороты двигателя, да? Трактор, конечно, вообще внутри Lamborghini или Mercedes S-класса, да, Серый? Да. Так, покажу, как сеялка из кабины. Видно ее вот так вот, такой вот вид. В тракторе, конечно, тихо. Моя юность и молодость прошла в Т-74 в ЮМЗ, где надо было вставлять ватные палки, да? Серый, ну как сеялка, когда сеет, когда не ломается? Проблем нема, супер, нравится. Нравится, да? Самое главное, что мобильно, да? Не надо рычаг поднял и домой, да? Да. Так, сигнализация у нас рекорд. На комплексе очень так себе работает. К сожалению, когда сеялка сеет с удобрениями, как-то очень смутно показывает. На наших сеялках Атрия это, конечно, лучшее, что может быть, и классное, но пока для комплекса мы не совсем разобрались. Очень мелкое удобрение, связались и с рекордом, и они нам сказали, что слишком мелкое удобрение, и когда перестает сеять зерно, можно не заметить этого, к сожалению, что самое главное. Классно показывает, когда забивается, показывает, да? Да. Когда забивается, показывает, все четко, но вот с этим всем есть небольшая проблема. Но я думаю, что рекорд разберется с этим всем. Ну, такой вот вид с кабины. Настоящий зерновой комплекс Сатурн, мы его назвали, кстати. Z6 Nautil. Блин, ну трактор, конечно, да, блин. Даже иногда думаю, не пойти ли в трактористы. Ну он что, классный такой внутри. Так, друзья, ну вот и закончился очередной день испытаний нашего посевного комплекса Saturn 6Z Nautil. Всяко бывало, и работало, и ломалось. В следующем видео расскажу и покажу все, как было, что мы делали, какие были проблемы, что мы поменяли, что мы поняли. Все было очень непросто, скажем так, для нас, потому что кучу загадок предоставил нам наш зерновой комплекс. Когда он работает, когда сеет, конечно, любо посмотреть. Где-то работает, где-то 5-6 гектар в час высевает. Это 6-метровая модель. Будет модель 3,6, 4,2, 5,4, скорее всего, 6 и 8 метров ширина захвата. Конечно, мы хотим чуть-чуть там изменить бункер, добавить ему объема, может быть, или убрать, потому что, ну, как бы там, поменять именно вот расстановку перегородки, там, сделать 65 на 30,
Так что так вот, друзья, приезжайте к нам, приезжайте на Ремсинтез, покупайте наши прекрасные сеялки. Мы их сделали для вас, вложили частичку нашей души. Так что добро пожаловать на Ремсинтез. Приезжайте в гости, звоните, пишите. До завтра, до следующего ролика.